Всех приветствую. Запишу вечерний обзор небольшой. По биткоину, как мы и планировали, пришли в зону отмеченную. Здесь уже наблюдается такая борьба, можно сказать, вот на 4-часовке. Прямо сейчас я смотрю, у нас неплохая разворотная свечка формируется. Но в плане не глобального разворота, а так, на небольшую коррекцию. Если посмотреть на все движение, то можно увидеть дивергенцию, которую мы рисовали последнюю неделю, и ее снова сломали. Объемы опять подросли вот на этой свече, опять объемы побольше, индикатор опять сломал дивергенцию, и мы идем наверх. Думаю, по-прежнему немножечко выше мы способны дать. Вот так вот отметим отсюда. Но эта зона, еще раз повторю с прошлого видео, пока что является завершением движения, после которого мы должны пойти на коррекцию. Как будет по факту, посмотрим. Эфириум. По эфириуму пока тоже все по плану. Здесь у нас с коррекциями, но движемся наверх к уровню. Отмеченная зона имеется, уровень есть. Думаю, мы еще раз эту зону, вернее не еще раз, а эту зону посетим. Дальше по риплу быстренько посмотрим. Так, по риплу примерно тоже, как и планировали. Дали прострел вверх, однако выше, чем мы рассчитывали. Коррекция у нас была также до уровня. От нее вот откупы идут, как вы видите. Тени на нескольких свечах. И по-прежнему я считаю, что после этой коррекции мы как минимум еще раз должны дойти до пика волны 3. Возможно, эта коррекция продлится пониже, может быть даже вот до этого уровня, но пик волны 3, вероятнее всего, мы еще увидим. Давайте вот так нарисую. Пока прогноз такой. Так, по рублю. По рублю у нас здесь, кстати, интересная штука. Уровень вот этот мы никак не можем пробить. Возможно, здесь формируется треугольник, что-то типа того, после которого появилась возможность, что мы не просто вверх пойдем, а мы сначала вылетим вниз и пойдем наверх. Еще раз напоминаю, в случае пробития вот этой линии стопа лонговый сценарий отменяется. Так, дальше посмотрим. Просили у меня посмотреть вот криптовалюту HOT. Так, я ей никогда не торговал. По-моему, она даже где-то за сотней, во второй сотне, возможно, по CoinMarketCap. Давайте посмотрим глобально, что это такое вообще. Ну, что у нас здесь видно? Здесь у нас виден отчетливо вот этот уровень. Мы его пробили еще в 2019 году, и от этого уровня постоянно продолжают откупать. Откупали в ноябре 2019, отбились в феврале 2020, в августе 2020, и сейчас снова на дневке мы получили вот такую свечу. Что здесь можно посмотреть и как можно ее торговать? Можно провести вот такую трендовую линию и торговать от верхней линии уровня сопротивления и трендовой линии. То есть при достижении уровня сопротивления продавать, при достижении трендовой линии покупать. Здесь у нас процент какой? Здесь у нас неплохой процент, 66. Глобальный рост, как его еще называют, to the moon, возможен только если мы пробьем вот эту линию и закрепимся, протестировав ее. Тогда уже можно рассчитывать на какие-то большие высоты, обновление хаев и все такое. Пока что вот диапазон, где можно торговать, обозначен. Так, посмотрим еще одну валюту, это Stellar. Тоже просили в комментариях. Так, у меня здесь что-то нарисовано. У меня здесь нарисован прогноз, по которому примерно так и идем. То есть мы дошли вниз, после чего должны наверх сходить. То есть смотрите, здесь есть рост объемов, есть показания индикатора, и вполне вероятно, что мы еще добьем до этого уровня, до предыдущего хая. Это где-то в районе 0.4, где уже нужно будет смотреть, какой объем, какое было движение, какие показания на индикаторе, и уже принимать какие-то решения. Возможно, просто продать, потому что от этого уровня отобьется вниз. Ну, либо пойдет наверх, там уже будет более ясная ситуация. Так, просили еще посмотреть Dash. Ну, Dash мы недавно смотрели. По Dash рекомендация такая же. Стоп вот здесь.
восходящее направление в приоритете. Есть еще вероятность, что мы пойдем в троечку, в четверочку, в пятерочку. Но это уже будет видно чуть позже. Пока что это либо волна А, либо волна 1, после которой как минимум будет еще импульс с достижением пика волны 1. Я здесь ожидаю, как здесь у меня и нарисовано, примерно 10% как минимум можно будет взять. Давайте глянем EOS. По EOS видно тоже рост объемов, хороший показатель на индикаторе, что говорит нам о том, что мы также посетим еще пик волны, то есть до предыдущего хая также можем дойти. Также это около 10-11%. ZEC тоже был у нас. Ну, альткоины здесь практически все одинаково ходят, даже графики у них, у многих графики похожи. Судя просто по движению графика, пока что можно брать и покупать с расчетом до предыдущего хая. Сколько здесь? Ну, также 10%. Видите, даже процентовка одинаковая ходит. Давайте нарисую сюда. И был СМР. У нас здесь немного по-другому. У нас здесь цена такая. Индикатор пошел вверх. Говорит о дивергенции, после чего мы дали неплохой импульс, который можно расценивать как волну 1. То есть у Monero есть потенциал на рост неплохой. Если прикинуть по Фибоначчи, то вот она, зона. Здесь стоит присмотреться к лонгам. На часовике как вела себя цена. На часовике также это выглядит пока неплохо. Лонгов. Это коррекция, но видно, что здесь есть такие неплохие тени, что значит это откупают. Такой у меня прогноз. Ну, здесь будет либо еще одно обновление и наверх, либо уже наверх. Здесь еще может быть А, Б, С, Д, Е и наверх, либо А, Б, С, Д, Е, обновление и наверх. Большинство вариантов наверх. Есть, конечно, всегда есть вариант по любой паре. Не думайте, что здесь что-то можно спрогнозировать со 100% вероятностью. Всегда есть вариант. Это просто по умолчанию. Нет, не такой, а вот такой, просто вниз. Так что всегда используйте стопы. По структуре движения, по объему, по индикатору, по каким-то техническим паттернам с разной формой движения, но наверх. Но всегда есть вариант просто тупо вниз, без объяснения, без каких-либо предпосылок. Имейте это в виду. Пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте, ваши прогнозы, ваши цели. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Счастливо!